Всем привет! На выставке IFA 2018 компания Huawei решила напомнить о своих флагманах P20 и P20 Pro, представив их в новых цветах и даже в коже. И первый до нашего рынка добрался P20, которому достался сумеречный градиент и уменьшенный до $530 ценник, что сделало его одним из самых интересных флагманов в этом сегменте. Учитывая это, есть смысл снова обратить внимание на P20 и оценить все за и против его покупки. В этом видео не будет полного списка плюсов и минусов. Все это есть в обзоре. Его можете посмотреть вот тут. Вместо этого хочу сосредоточиться на тех аспектах, которые в данный момент говорят против этого смартфона. И наоборот, агитируют выбрать именно его. Итак, начну с аргументов против. Их немного, всего два, но оба могут повлиять на финальное решение. Первый касается съемки видео. Сейчас, если смартфон снимает в высоком разрешении, то чаще всего делает это со стабилизацией. Смотришь характеристики, видишь строку 4К видео и даже вопроса не возникает, есть ли там стаб или нет. По крайней мере, от камерафона ожидаешь именно этого. Но с P20 такой подход не работает, нужно быть внимательнее. В максимальном разрешении получаем хорошее качество и детализацию, но плавность выключается и ролик портится тряской. Если снимать статично, то все еще вполне хорошо, а вот в динамике уже беда. Для кого-то это может вообще не проблема, потому что в основном фотографируют, а видео снимает раз в полгода. Но лично мне пришлось опуститься до Full HD. И вот тут уже все наоборот. Включается отличная стабилизация. Наверное, одна из лучших, что я видела в смартфонах за последнее время. Думаю, большинство выберет именно этот режим, особенно на фоне второго аргумента против. У P20 нет слота для карты памяти. Изначально была только одна версия 20-ки с памятью 4 на 128. А теперь к ней добавляется еще одна 4 на 64. Ее плюс в том, что она более доступная, но есть и очевидный минус. Много контента не запишешь. Как выход, можно чаще скидывать все на компьютер и осваивать облачные хранилища. Теперь давайте посмотрим на противоположные стороны Huawei P20, которые в данный момент выступают в его пользу. В первую очередь сталкиваешься с положительными нюансами дизайна. Нет, я не о челке или нижней рамке. Тут мое мнение прежнее. Смартфон симпатичнее, когда верхний вырез скрыт. А вот габариты после череды флагманских лопат радуют. P20 отлично лежит в руке, тем более в женской. И главное, новый для 20-ки цвет – сумерки. Раньше такой был только у старшей прошки, и ввиду его большой популярности им решили поделиться и с младшей моделью. Градиент переливается разными цветами и меняется в зависимости от угла взгляда. Это красиво. Дальше система. Мне нравится фирменная оболочка Emotion UI и то, как быстро и плавно она работает. Особенно на процессоре Kirin 970. Это второй положительный аргумент этого смартфона. Скорость действительно флагманская, и к ней у меня нет никаких вопросов. Анимация красивая, переходы почти мгновенные. Плюс оболочка оперативно обновляется и пополняется новыми фишками. Одной из них недавно стала GPU Turbo, которая улучшила игровую производительность смартфона, и это видно. Теперь Kirin 970 легко тянет ультра-графику самых тяжелых игр. А с выходом Android 9.0, который уже тестируется и будет доступен в начале декабря, появится и GPU Turbo 2.0. Новая версия значительно расширит список поддерживаемых игр. Однако главным козырем P20, конечно же, являются камеры, а точнее съемка фото. Это до сих пор один из лучших фотофлагманов, и он по-прежнему номер 4 в рейтинге DxOMark. По совокупности параметров его камеры от Leica обходят модули более дорогих конкурентов. У 20-ки есть искусственный интеллект, гибридный зум, съемка в ЧБ, классный портретный режим, видео в 960 FPS. Также она, как и прошка, умеет делать четкие ночные фото с длинной выдержкой за счет крупного сенсора и мощного ПО. В общем, и днем, и ночью она выдает очень достойные снимки. Кроме технических характеристик, функций и фишек, у P20 есть еще один аргумент – цена. Новую версию на 64 гигабайта оценили в $530, что сделало этот флагман одним из самых интересных вариантов по соотношению компактности, камер и стоимости. Конечно, конкуренция у него не слабая. С момента анонса P20 вышло много всего достойного, но у Huawei есть парочка весомых аргументов, которые могут переманить на его сторону. Лично для меня это камеры.
Если ищете смартфон в районе $500, который отлично снимает и при этом видео и память не в приоритете, теперь можно рассматривать и Huawei P20. Пишите, что вы обо всем этом думаете и так ли важен объем памяти смартфона. Любите носить десятки гигабайт всегда с собой или просто чаще скидываете все на компьютер или в облако? Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и смотрите другие наши обзоры. Пока!